На окраине африканской саванны жило большое стадо слонов, которое годами кочевало по одним и тем же маршрутам, следуя за дождями, зеленой травой и редкими водоемами, способными сохранить воду до конца сухого сезона. Среди взрослых слонов была молодая слониха по имени Мара, а рядом с ней почти всегда находился ее маленький сын Тано. Ему было чуть больше года, и он только начинал познавать огромный мир вокруг себя, поэтому каждая птица, вспорхнувшая из травы, каждый необычный запах или сломанная ветка казались ему настолько интересными, что он постоянно забывал о том, как далеко ушло стадо. Мара терпеливо возвращала сына обратно, мягко касаясь его боком и издавая короткий предупреждающий звук, но Тано быстро забывал наставления и снова начинал крутиться вокруг взрослых. Однажды утром слоны двигались вдоль редкого леса, где среди высоких акаций еще оставались зеленые листья, и Тано заметил небольшую яркую птицу, которая перелетала с ветки на ветку прямо перед ним. Слоненок пошел следом, сначала всего на несколько метров, а потом увлекся настолько, что перестал слышать привычные звуки стада. Когда птица внезапно исчезла за кустами, Тано остановился и только тогда понял, что вокруг стало непривычно тихо. Он обернулся, пытаясь увидеть мать, но между деревьями не было ни одного знакомого силуэта. Тано пошел обратно, однако через несколько минут обнаружил перед собой несколько расходящихся троп, оставленных разными животными, и уже не понимал, какая из них ведет к стаду. Он выбрал ближайшую и вскоре оказался возле небольшого оврага, на дне которого лежали свежие листья и молодые побеги. Слоненок осторожно спустился вниз, решив, что потом без труда поднимется обратно. Но стоило ему сделать несколько шагов, как рыхлая земля осыпалась под ногами, и он съехал на несколько метров ниже. Тано испугался и сразу попытался выбраться, однако каждый новый рывок только сильнее разрушал склон. Он поднял хобот и громко затрубил, надеясь, что мать услышит его, но ветер уносил звук в сторону сухой равнины. Через некоторое время солнце поднялось высоко, жара усилилась, а Тано все еще находился на дне оврага. Он снова и снова звал стадо, пока его голос не стал тише от усталости. Именно тогда, на противоположной стороне, появились гиены. Они медленно вышли из кустов и остановились, внимательно наблюдая за маленьким слоном, который не мог подняться наверх. Несколько хищников приблизились к краю, и Тано, собрав последние силы, громко затрубил, стараясь напугать их, хотя сам дрожал от страха. Гиены не спешили уходить, но и спускаться пока не решались. Внезапно издалека донесся тяжелый треск веток, после чего на краю оврага появилась огромная слониха. Это была Нала, самая старая самка стада, которая шла позади остальных и услышала тревожный звук. Увидев гиен, она подняла голову, широко расставила уши и издала такой громкий трубный крик, что хищники мгновенно отступили в сторону кустов. Нала не стала преследовать их, потому что ее внимание было приковано к Тано. Она спустилась настолько низко, насколько позволял склон, а затем начала хоботом разгребать рыхлую землю, постепенно создавая для слоненка более удобный подъем. Тано несколько раз пытался подняться, но срывался обратно, пока, наконец, не нашел твердый участок и не выбрался наверх. Оказавшись рядом с Налой, он сразу прижался к ее ноге, а старая слониха спокойно коснулась его головы хоботом, словно показывая, что теперь все закончилось. Они отправились искать стадо, которое к тому времени уже ушло далеко. Нала шла медленно, подстраиваясь под Тано, а когда слоненок уставал, она просто останавливалась и ждала. На рассвете они, наконец, увидели остальных слонов, и первой к ним бросилась Мара. Она долго касалась сына хоботом, словно не могла поверить, что он действительно вернулся, а Тано спрятался рядом с ней и впервые за все время не пытался убежать вперед. После того дня он стал осторожнее, но самое главное —
между ним и Налой возникла особая связь. Тано часто ходил рядом со старой слонихой и наблюдал за тем, как она ведет себя во время переходов. Нала почти никогда не делала резких движений и редко шла первой, однако именно она лучше всех знала, где искать воду, какие тропы безопасны и почему иногда нужно остановиться, даже если остальные продолжают движение. Через несколько месяцев начался сухой сезон, и стаду пришлось отправиться к реке, которая находилась далеко за пределами привычных пастбищ. Дорога была тяжелой. Днем раскаленная земля обжигала ступни, в воздухе стояла пыль, а редкие зеленые участки быстро исчезали под ногами десятков животных. Тано уже заметно подрос и теперь старался держаться возле Налы, повторяя ее движения и внимательно наблюдая за окружающей местностью. Однажды утром старая слониха неожиданно остановилась посреди пустого участка саванны, подняла хобот и несколько минут неподвижно стояла против ветра. Остальные слоны сначала продолжили путь, но Нала уверенно свернула к каменистому плато, и стадо последовало за ней. Через несколько часов среди больших камней они обнаружили небольшую низину, где сохранилась вода после недавнего дождя. Для измученных животных это стало настоящим спасением. А Тано впервые понял, что окружающий мир может рассказывать о воде задолго до того, как человек или животное увидит ее глазами. С этого дня он начал замечать то, на что раньше не обращал внимания. Направление ветра, следы птиц, влажную землю под камнями и едва заметные изменения в поведении взрослых слонов. Но засуха становилась все сильнее. Небольшие озера исчезали одно за другим, трава превращалась в сухую серую щетину, а птицы и антилопы уходили туда, где еще оставалась растительность. Однажды стадо подошло к большому водоему, который еще год назад казался бескрайним, но теперь от него осталась лишь мутная лужа посреди растрескавшейся земли. Взрослые слоны окружили воду, а молодняк терпеливо ждал своей очереди. Тано заметил, что Нала стоит в стороне и почти не двигается. Она пропустила вперед нескольких молодых слонят, затем еще одну группу взрослых, и только когда воды осталось совсем немного, медленно подошла к берегу. Тано неожиданно отошел от матери и встал рядом с Налой. Он не мог увеличить количество воды и не мог заставить других слонов отойти, но просто остался возле нее, словно хотел показать, что не забыл, как когда-то она сама не ушла, оставив его одного. Мара увидела это и подвела сына ближе к воде, после чего несколько взрослых слоних освободили место для Налы. Этот небольшой поступок ничего не изменил в тяжелом положении стада, но именно с него началось взросление Тана. Он постепенно понял, что быть частью стада означает не только получать защиту, но и самому замечать тех, кому она необходима. Через несколько дней Тано услышал странный тонкий звук, доносившийся из сухих кустов. Стадо продолжало идти, однако слоненок остановился и повернул голову. За ветками он увидел маленького антилопенка, который запутался в длинных сухих стеблях и отчаянно пытался освободиться. Тано осторожно подошел и начал раздвигать ветки хоботом. Несколько раз они ломались не там, где нужно, и антилопенок только сильнее пугался, но слоненок не уходил. Нала заметила, что происходит, подошла и одним движением освободила детеныша. Антилопенок мгновенно вскочил и убежал в траву, а Тано еще долго смотрел ему вслед. Он не знал, встретит ли когда-нибудь этого малыша снова, но впервые почувствовал странную радость от того, что остановился ради кого-то другого. Настоящая проверка пришла позже, когда редкие дожди внезапно превратили спокойную реку в бурный поток. Обычно слоны переходили ее почти не замечая, но в тот день вода поднялась значительно выше, скрыв привычные камни и сделав берег скользким. Взрослые начали переправу плотной группой, окружая молодых животных с обеих сторон. Тано шел рядом с Марой, когда впереди неожиданно раздался тревожный трубный крик. Маленький Бора,
один из самых молодых слонят, поскользнулся и оказался там, где течение было особенно сильным. Он попытался вернуться, но вода толкнула его в сторону глубины. Взрослые уже двигались к нему, однако Тано оказался ближе всех. Он на мгновение замер, потому что вспомнил свой овраг, страх и то чувство беспомощности, когда вокруг никого не было. Затем он повернул назад. Тано вошел в воду и встал сбоку от Бора, стараясь своим телом закрыть его от течения. Волна несколько раз ударила по обоим, но слоненок не отступил. Через несколько секунд к ним подошла Мара, затем еще 2 взрослые слонихи, и вместе они смогли вывести Бора на мелководье. Когда все выбрались на берег, Тано долго стоял рядом с маленьким слоненком, который дрожал от пережитого страха. Именно тогда Тано окончательно понял, почему Нала когда-то вернулась за ним. Возможно, она тоже могла продолжить путь вместе со стадом, но услышала его голос и решила остановиться. И теперь, впервые оказавшись в похожей ситуации, Тано сделал то же самое. После этого случая он изменился еще сильнее. Он больше не стремился постоянно идти впереди и часто специально замедлял шаг, чтобы молодые слоны не отставали. Если кто-то пугался незнакомого звука, Тано оставался рядом, а если маленький слоненок слишком далеко отходил от стада, он первым возвращался за ним. Прошли годы, и Тано превратился в большого молодого слона. Его уже нельзя было назвать непоседливым малышом, который когда-то погнался за птицей и оказался на дне оврага. Теперь он хорошо знал маршруты стада, помнил старые источники воды и научился замечать признаки опасности задолго до того, как ее замечали другие. Но Нала становилась все старше. Ей было тяжело преодолевать длинные расстояния, и однажды, во время очередного перехода, она начала заметно отставать. Стадо продолжало двигаться вперед, а Тано остановился рядом с ней. Мара позвала его, однако он не двинулся с места. Он ждал, пока Нала догонит остальных, и только потом продолжил путь. С этого дня Тано все чаще шел рядом со старой слонихой, выбирая более ровные участки дороги и задерживаясь, если она уставала. Однажды, во время особенно сильной засухи, стадо несколько дней не могло найти воду. Животные двигались медленно, молодые слонята становились беспокойными, а взрослые уже почти не издавали привычных звуков. Тогда Тано вспомнил путь, которым когда-то вел их Нала, когда они нашли воду среди камней. Он повернул к старому плато, хотя остальные сначала не понимали, зачем он это делает. Мара доверилась сыну, и постепенно за ним двинулось все стадо. Через несколько часов между камнями действительно обнаружилась небольшая низина с водой. Ее было немного, но этого хватило, чтобы стадо продолжило путь. Тано стоял у воды и вдруг понял, что теперь сам ведет других по дороге, которой когда-то научила его Нала. В тот вечер старая слониха долго смотрела на него, а потом коснулась его хоботом. Это был один из последних вечеров, когда она могла идти вместе со всеми. Через несколько недель Нала уже почти не поднималась после отдыха. Стадо остановилось рядом, а Тано все это время находился возле нее. На рассвете Нала подняла голову, посмотрела на выросшего слона и осторожно коснулась его лба. Тано остался рядом до самого конца, а когда стадо продолжило путь, впервые почувствовал, насколько пустой стала саванна без ее спокойного присутствия. Однако то, чему она его научила, никуда не исчезло. Прошло еще несколько лет. Тано стал взрослым слоном, рядом с ним подрастали новые малыши, а его собственная история постепенно превратилась в часть памяти стада. И однажды, во время очередного перехода, маленький слоненок снова заметил яркую птицу и, забыв обо всем на свете, пошел следом за ней в сторону кустов. Его мать тревожно затрубила, когда обнаружила пропажу. Тано услышал этот звук почти сразу и замер посреди дороги.
Он оглянулся на стадо, затем посмотрел туда, где скрывался маленький слоненок, и без колебаний повернул назад. Через несколько минут он нашел малыша, который стоял среди кустов и уже начинал паниковать. Тано спокойно подошел, мягко коснулся его хоботом и повел обратно. Когда они вышли к стаду, мать маленького слоненка бросилась к нему, а Тано задержался всего на несколько секунд, наблюдая за их встречей. В этот момент он вспомнил далекий день, когда сам стоял на дне оврага и ждал, когда кто-нибудь услышит его голос. Тогда он еще не понимал, что один случайный выбор способен изменить всю жизнь. Нала просто однажды решила не проходить мимо. А спустя годы Тано делал то же самое снова и снова. Он не стал самым большим слоном в саванне и не обладал какой-то необычной силой. Его главным достоинством было другое. Он всегда помнил, каково это, когда весь мир кажется огромным, а ты остаешься один. Поэтому, когда кто-то отставал, Тано возвращался. Когда кто-то пугался, он оставался рядом. И когда стадо уходило вперед, он всегда сначала смотрел назад. Потому что когда-то одна старая слониха сделала для него именно это. И теперь ее доброта продолжала жить в нем, передаваясь дальше, от одного спасенного детеныша к другому, пока среди бескрайней африканской саванны оставалось хотя бы одно существо, которому было страшно идти одному. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.